Всем привет! Сегодня поговорим про лифт. То, чем многие пользуются ежедневно, и то, без чего современное здание уже сложно представить. Как обычно, очень коротко, самые основные принципы. Пока едем, напоминаю, что у канала появился свой Telegram. Там будут анонсы роликов, какие-то посты на темы уже вышедших роликов, и что-то еще интересное постараюсь туда добавлять. Ссылка в описании. Возвращаемся в лифт. Из чего вообще состоит? Шахта. Строительная конструкция, в которой все и происходит. Может быть бетонная, кирпичная, металлическая, какая-то еще. В шахте есть проходы на этажи, порталы, там где мы заходим, выходим. И есть приямок, то есть пол шахты ниже первого этажа. В шахте располагается кабина, на которой мы перемещаемся, противовес, двери шахты на каждом этаже и различное электрическое оборудование. Кабина лифта перемещается по направляющим, которые закреплены к стенкам шахты. То есть кабина не болтается на веревочке привязанная, а движется как бы по рельсам. Также по направляющим движется и противовес. Над шахтой располагается машинное отделение, место, где установлена лебедка, которая лифт в движение и приводит. Лебедка – это, разумеется, двигатель, который вращает канатоведущий шкив. Вот это колесо. Лебедка может быть с редуктором, может без. Тормозная система лифта находится тоже здесь, на лебедке, электромеханический тормоз. Он устроен таким образом, что тормозит лебедку, когда на него не подается электричество. То есть, когда тормоз обесточен, лифт заторможен. Когда тормоз включен, то есть подается напряжение, лифт может двигаться. Кабина подвешена на стальных канатах, которые проходят через шкив лебедки и крепятся к противовесу другим концом. То есть это блочная конструкция. На шкиве есть канавки, ручьи они называются, под канаты, клиновидной формы, благодаря которым канаты не проскальзывают. Противовес имеет такую массу, чтобы уравновесить саму кабину плюс, например, половину ее грузоподъемности. И снижает таким образом нагрузку с двигателя лебедки. Также в машинном отделении будет узел управления, либо релейный шкаф старый, либо станция управления с электроникой, современная. Это мозг лифта, который обрабатывает все сигналы со всех кнопок, датчиков, из шахты, из кабины, с этажей и отдает приказы двигателю и другим системам. Когда вы нажимаете кнопочку вызова или внутри кабины кнопочки, сигнал приходит сюда, в станцию управления. И она уже отдает приказы, что делать. Открывать двери, закрывать двери, двигаться вверх, двигаться вниз, с какого на какой этаж ехать. Также здесь будет вводное устройство, электрощит, простыми словами, который питанием все это богатство обеспечит. И, разумеется, отключит его при коротком замыкании и других неисправностях. Кабина лифта. Стены, пол, потолок, кнопки управления, выбор этажа, контроль дверей, вызов диспетчера. Разумеется, двери. Это та часть, которую мы видим как пассажиры. Что как пассажиры мы не видим. Это жесткий металлический каркас, рама с платформой, внутри которой как бы стоит сама кабина, купе кабины. На кабине располагается устройство, которое открывает двери кабины. И двери шахты на этом этаже. У дверей шахты своего двигателя для открытия нет. Более того, они снабжены блокировкой, чтобы люди их случайно не открывали снаружи и в шахту не падали. Кабина запитана и подключена к станции управления с помощью гибкого шлейфа. Вот так вот он выглядит, например. Системы безопасности лифта. Основное устройство безопасности лифта – это система ограничения скорости. Супер простыми словами, это защита от падения кабины. Это самый большой страх пассажира в лифте, что кабина может упасть. Поэтому рассказываю чуть подробнее. Это отдельный, независимый от лебедки лифта канат, который наверху в машинном отделении проходит через сам ограничитель скорости. Вот это устройство. И далее идет через всю шахту до приямка. На кабине лифта этот канат прикреплен к механизму ловителей. То есть кабина, когда перемещается, она двигает этот канат вместе с собой и вращает таким образом сам ограничитель со скоростью движения кабины. Внутри ограничителя скорости, например, центробежного, находятся два груза с пружиной.
Если скорость движения кабины превысит допустимую, эти грузы разойдутся и зацепятся за упоры в корпусе. Канат заблокируется. Поскольку канат не будет двигаться, а кабина будет продолжать движение, активируется механизм ловителей. Это, можно сказать, такие клинья или тормозные колодки, которые кабину застопорят и будут удерживать на направляющих. Кабина сядет на эти ловители и двигаться больше не сможет. Одновременно с этим произойдет отключение двигателя лифта. На кабине есть специальный выключатель, который механизм ловителей также нажмет. На канате ограничителя скорости есть еще два упора, а под самим ограничителем находится концевой выключатель. Если лифт попытается поехать выше или ниже, чем вообще допустимо в шахте, двигатель будет отключен. Внизу, в приямке, находится груз, который дает канату натяжение, и если он вдруг ослабнет, например, порвется-оторвется, хотя это сложно представить, груз активирует выключатель, который двигатель также выключит. Как видите, все это чистая механика, очень простая и поэтому очень надежная. Канаты, на которых висит кабина, их всегда несколько, не меньше 3, и каждый из них способен выдержать полностью нагруженную кабину. Более того, если один из канатов ослабнет, условно оборвется, то канаты лифта закреплены на кабине через пружины. Ослабший канат потянет на себя пружина и специальная рамка нажмет на выключатель. Лебедка отключится. Двери кабины снабжены датчиками. Если лифт видит, что двери кабины не закрылись, он ехать не должен. Двери шахты также снабжены датчиками. Если двери шахты не закрыты, лифт не поедет. Система реверса дверей. Если дверь встречает препятствие при закрытии, она должна отъехать назад. К более современным системам еще можно отнести фотоэлектрические датчики в дверях. Если датчик видит препятствие в проходе, в портале, лифт двери закрывать не будет. Защита от перегруза. Кабина способна измерять массу пассажиров или груза. Это либо специальные датчики под кабиной, либо подвижной пол. То есть весь пол как одна большая клавиша нажимается под вами. Это к более старым лифтам относится скорее. Какая масса лифт интересует? Во-первых, 15 килограмм. Может отличаться значение, но какое-то небольшое. Если лифт не нагружен на 15 килограмм, он считает, что пассажиров в кабине нет. Второе – это загрузка на 90% от максимальной. Максимальная написана внутри кабины, обычно на видном месте. Зачем ему это знать? Например, чтобы не брать попутчиков, если кабина уже нагружена. И, разумеется, защита от перегрузки, например, 110% от максимальной. Тогда лифт просто откажется ехать, потому что он перегружен, и даже может на вас злобно пищать, зависит от модели. Далее. При угрозе пожара в здании, при срабатывании пожарной сигнализации, современный лифт автоматически поедет на первый этаж, либо на тот, который его настроили, откроет двери и будет стоять, пассажиров возить откажется. Пользоваться лифтом при угрозе пожара запрещено. Простым устройством можно отнести, например, фартук на кабине, такой металлический щит внизу кабины, который защищает от падения в шахту в том случае, если кабина стоит между этажами. Или проводится, например, эвакуация пассажиров или ремонтные работы. И буфер в приямке лифта, такой амортизатор, что ли, при срабатывании тоже может отключить двигатель. Теперь поговорим о том, каким образом лифт понимает, откуда и куда ему ехать. Лифт ориентирует себя по точкам остановки в шахте, и кабину просто между этими точками перемещает. Вот у нас, например, 4 этажа. Вселенная этого лифта – 4 точки остановки. Как их лифт определяет? С помощью датчиков. Они так и называются – датчики точной остановки. Датчик будет расположен, например, на кабине, а в шахте в месте остановки будет обратное к нему устройство, которое заставит датчик сработать. Пример – герконовый датчик и металлический шунт, который этот геркон размыкает. Логика работы примерно такая. Станция лифта понимает, на какой точке остановки находится в данный момент кабина, например, на первом. Станция управления держит в уме единичку. Приходит вызов с 4-го этажа. Лифт понимает, что ему нужно проехать вверх на 4-ю точку остановки.
Кабина движется вверх. Когда она покидает точку остановки первого этажа, станция добавляет +1. Когда кабина проезжает точку остановки второго этажа, срабатывает датчик. Станция добавляет +1. Также срабатывает датчик третьего этажа, станция добавляет +1. И понимает, что следующая точка – это наша цель. При движении вниз, соответственно, станция будет вычитать по единичке. Сразу возникает вопрос, а как мы эту точку не проскакиваем? Все-таки лифт идет на скорости, да и торможения резкого нужно избежать. Для этого, помимо датчика точной остановки, есть датчик замедления, например, тоже на кабине. А ответных устройств к нему будет уже 2 – для движения вверх и для движения вниз. Для примера мы поедем с 4 этажа на 1. Кабина на 4 этаже, и в станции записано 4. Движемся вниз, уезжаем с точки 4 этажа. Станция вычитает единичку. Проезжаем точку 3 этажа. Станция вычитает единичку. На 2 этаже все то же самое. Станция вычитает еще единичку. И лифт понимает, что следующая точка – это конечная точка маршрута. И начинает ждать второго сигнала с датчика замедления. Когда датчик замедления срабатывает, лебедка снижает скорость. И кабина уже подъезжает медленнее и останавливается на точке 1 этажа. Мы приехали. Но и это еще не все. Лифт может потеряться в шахте, заблудиться, если порядок подсчета точек по какой-то причине нарушится. Для этого существует датчик верхнего этажа и датчик нижнего этажа. Они уже будут не на кабине, а в шахте, а ответное устройство к ним как раз на кабине. Когда кабина проезжает этот датчик, лифт понимает, что выше или ниже ехать нельзя. И следующая точка остановки обязательно конечная, чтобы он там себе не насчитал. Кабина замедлится и остановится на ближайшей точке. Если лифт заблудился, то современный может найти себя автоматически, поехав на нижний датчик и восстановив правильный порядок точек, то есть откалибруется. Либо это сделает механик по лифтам вручную. Вот такая, очень упрощенная логика перемещения лифта. Последнее, о чем нужно сказать, это о правилах пользования лифтом. Лифт – это техника. Любая техника, от стиральной машинки до космического корабля, подвержена поломкам. И для того, чтобы не пострадать в случае поломки лифта, да и, возможно, эту поломку вообще предотвратить, обязательно изучите правила пользования лифтом. Они у вас будут висеть либо в кабине, либо рядом. Либо просто воспользуйтесь интернетом. Знание и соблюдение правил пользования лифтом и вас убережет в случае чего, что самое важное, и лифту попроще будет. Относитесь к этой технике с уважением, она здорово облегчает нашу повседневную жизнь. На этом про лифт все. Поддержать канал можно по коду на экране или по ссылке под роликом. Подписывайтесь на Telegram. Спасибо за просмотр.